Здравствуйте! Давайте поговорим сегодня о том, стоит ли давать сдачу в семье. Когда муж и жена живут вместе, и кому-то одному из них кажется, что второй партнер обижает, очень многих людей срабатывает внутри такой механизм: меня обижают, мне нужно дать сдачу, дать ее так сильно, чтобы другой отлетел подальше и вообще больше не смел даже хотеть, желать так со мной поступать. И, собственно, на тему этого видео меня натолкнул комментарий очень интересный. Я вам его сейчас покажу, да. Я снимала коротенький ролик минутный про радикальное прощение, о том, что я не поддерживаю теорию радикального прощения, что нужно прощать всех. И вот человек написал, что когда человека обижают, он должен уметь в таких случаях дать сдачу, да так, чтобы больше никому в голову и мысль не пришла вас обижать никогда. И это очень важный комментарий на самом деле, потому что очень многие люди на самом деле мыслят точно так же и в рамках семьи. То есть и с близкими одинаково срабатывает этот механизм, и с дальними. И вот здесь очень важно расставить все по полочкам, да. Если нас обижает чужой человек, то если мы хотим быть эмоционально развитыми людьми, воспитанными, социально воспитанными, да, то если это не физическая обида, не ударили, то по идее нужно сначала предупредить. Вот если ты будешь со мной еще так делать, а мне это не нравится, то я дам тебе условно сдачу, да, то ты получишь что-то. Не смей так со мной делать. Проговорить это, расставить эти границы. И только если их человек дальше нарушает, по идее еще второй раз можно предупредить. Вот я тебе последний раз говорю. И третий раз условно уже бить в морду, да, в каких-то формах. Если это физическое насилие, тут, конечно, сдачу нужно давать сразу. Но это про тех людей, которые далеко от нас. А представляете, как ужасно, когда этот механизм «дай сдачу сразу» включается в семье. И включается он обычно неосознанно. Ни муж, ни жена не замечают, что они лупят друг друга морально. Что в семье? А как должно быть в семье? То же самое, если мы говорим про физическое насилие, оно недопустимо ни с близкими, ни с дальними, то есть сразу давать сдачу в плане защищать себя, да, находить способ, как прекратить это, не жить с теми, кто вас бьет, проще говоря. Если же это про нарушение границ, какие-то обзывательства, неуважение, то нельзя давать сдачу сразу, потому что человек, который это делает, часто не понимает сам, что он делает. Он не понимает, что он вас обижает. Хотя нам с той стороны, да, кого обижают, кажется, что, это так очевидно. Нет, не очевидно. И здесь нужно обязательно учить, говорить, как с вами можно. Человек нарушает дальше, останавливать его. Объяснять еще раз и еще раз, что так со мной нельзя. И только там на третий, четвертый раз уже вводить какие-то условно наказания, да, что-то. Но отвечать на обзывательство внутри семьи – это форма отношений, которая ведет в утопию, в болото и в ужасные неприятные отношения, которые потом раздражают, печалят, и счастья и радости не приносят в жизни. Поделитесь, пожалуйста, вашими комментариями. Замечали ли вы когда-нибудь, как люди в семьях дают сдачу друг другу словами моментально, без предупреждений? Может быть, у вас когда-то такое было? И как вам вот эта теория вообще, что в семье сдачу давать нельзя? Во всяком случае, сразу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам было полезно. И до встречи в следующих видео.